Май. Дача стоит после зимы, и смотреть на нее больно. Это не 2 участка, это 1 дача. Разница — выходные и 9000 рублей. Слева — то, за что ландшафтник просит у вас 400 000. И еще 2 недели вашей жизни. И все равно дорого не получится. Справа — то, что вы сделаете сами, за выходные. И будет выглядеть на 400 000. Я нашла 5 ошибок, которые превращают любую дачу, даже на 15 сотках, в промзону. И на каждую есть замена за цену пакета удобрений. В середине будет один секрет, ради которого американцы платят $1000 за журнальный столик из старых досок, а мы сделаем такую же доску из уксуса и железной губки для посуды. Начинаем. Ошибка номер 1. Профлист. Знаю, что вы думаете. Ну да, профлист некрасиво. А что делать? Снимать его — это 150 000 и 3 дня грязи. Так вот, снимать ничего не надо. Я повторяю, забор остается. Мы будем работать не с забором. Мы будем работать с тем, как глаз его видит. Берете обычную грунт-эмаль по металлу, черную или темно-графитовую, матовую. Любая 3 в 1 по ржавчине, например, Elkon. Банка 2,40 килограмма, около 700 рублей на маркетплейсах. Хватит на все столбики и на верхнюю планку. Красите только столбики и верхнюю планку. Сам лист не трогаете. Что произойдет? Глаз перестанет читать забор как сплошную синюю стену. Он начнет читать темные вертикальные линии. А это ритм. Это уже не сарай. Это уже архитектура. Дальше вдоль забора с внутренней стороны ставите 3-4 высоких куста. Дюрин, пузыреплодник, гортензия метельчатая. По 650 рублей саженец на Авито у бабушек или в питомнике у дороги. Не в 3 ряда, как солдат, а группами. По 3 или по 5. Никогда по 4. Этот прием придумали англичане в XVIII веке. Назывался ха-ха, потому что когда гость заходил в сад, он смеялся. Забора не видно, а коровы почему-то не заходят. Я знаю, как это звучит. Ха-ха, рассеивание периметра, будто из учебника. Но суть-то простая. Наши деды в деревнях делали ровно так же. Сажали черемуху и сирень вдоль ограды, чтобы забор скрылся в листве. Мы просто подзабыли. А англичане записали в умных книжках и продают это как премиум-услугу. Возьмите журнал Gardens Illustrated. Британский, авторитетный, как наш советский «Приусадебное хозяйство», только глянцевее. Там прием с растворением забора в зелени на каждом 2-м развороте. Глаз не должен упираться в границу участка. Глаз должен скользить. Это и есть то, что в дорогих проектах называют биофильным дизайном, когда участок не делится на сад и забор, а превращается в одно зеленое продолжение. Самые дорогие участки в Подмосковье построены ровно на этом. Мы сделаем то же за 7000. Если у вас есть бюджет, да, можно зашить забор планкеном из лиственницы. Премиум-ландшафтные студии в Подмосковье делают такие участки от 1 200 000. Это красиво. Это честно красиво. Но мы с вами за 7000 получим 90% того же эффекта. Просто потому, что знаем, на что смотрит глаз. И еще одна маленькая хитрость. Специально для тех, у кого забор с улицы, а не между соседями. С внешней стороны столбиков, на уровне глаз, повесьте 1 деревянный фонарь. Не 5, 1. На Озоне в прошлом году заказывала 900 с чем-то рублей. Бронзовый под старину. Черный столбик плюс теплый свет, и забор из профлиста начинает читаться как усадебная ограда. Это и есть тот самый низкий горизонт. Ну, не для мебели, а для забора. Чем больше внимания внизу, тем меньше глаз цепляется за верх. Так,
Забор мы обезвредили. Теперь самое больное – грядки. С фонариками поступаете жестко. Вытаскивайте. Все. Не выбрасывайте. Отдайте детям играть в шпионов или воткните в горшок на подоконнике зимой. Они там даже пригодятся. Вместо них одна уличная гирлянда. Влагозащищенная, маркировка IP44. Длина 10 метров. На Озоне в районе 900 рублей. Натягивайте ее над дорожкой или над обеденным столом на веранде. На высоте 2,5 метра, не ниже. Эффект. Свет идет сверху, как под навесом в кафе. Вы перестаете видеть отдельные лампочки, вы видите общее теплое сияние. И вечер на даче перестает быть «пора в дом». Становится «давайте посидим еще». Теперь грядки. Зеленый пластик выкапываем и отдаем соседке, которой нравится. Вместо него старые оцинкованные ведра. Из сарая. Те самые, в которых носили воду до шланга. Пробиваете гвоздем 3 дырки в дне, насыпаете дренаж, землю и сажаете зелень. Базилик, петрушку, тимьян. Ставите эти ведра группой у крыльца. 5 штук. Не 4, 5. Стиль, в котором мы это делаем, называется кантри-шик. Французская версия – Прованс. Английская – шеби-шик. Опять, слова заморские, а суть наша. Это просто деревенская простота, которую городские заметили лет 20 назад. И теперь продают это нам же. А цены удивительные. На антикварных площадках Череш, Etsy, eBay оцинкованные ведра и тазы 30-40-х годов уходят за $200-250. Винтажный стиральный бак до 300. А у вас такой же стоит в сарае. Я повторю эту мысль еще раз за этот ролик, потому что она главная. То, что вы готовы выбросить, на Западе продают как декор. И это не сделано из того, что было. Это сделано из того, что ценят на западных аукционах. Разница в том, как вы это поставите. Готовое декоративное кашпо под цинк на Озоне и Яндекс.Маркете сейчас от 450 рублей за штуку. 5 штук – почти 2300. И они новые. Им 0 лет. У них нет того, что англичане называют патина – следов времени. А у вашего ведра 40 лет патина. И еще запах сарая, в который дед заходил. Бесплатно и неповторяемо. И последнее про газон. Если у вас он есть, перестаньте втыкать в него что-либо. Газон – это пауза. Это то, на что глаз отдыхает между яркими точками. Когда вы воткнули туда фонарь, пластикового фламинго и шину, покрашенную в зеленый, глаз больше не отдыхает, он работает. А зритель, который к вам приехал, устает еще до шашлыков. Так, а теперь обещанный секрет. Сразу скажу, это не 6-я ошибка. Это бонус. Обещанный секрет из вступления. Если вы хоть раз листали каталог Restoration Hardware, это такой американский магазин для тех, кому деньги не жалко, вы видели у них мебель из амбарного дуба. Стол на 6 человек – $4000. Журнальный столик – 2500. Темно-серая фактура с прожилками из старых сараев. Так вот, сейчас я покажу, как сделать такую же фактуру из обычной сосны за выходные и за 200 рублей. Берете обычную стеклянную банку, литровую. Заливаете в нее столовый уксус 9%, самый дешевый, рублей 60. Кладете туда металлическую губку для посуды. Она же продается отдельно. В Лемана Про упаковка 200 грамм, около 340 рублей. Но хватит ее на 3 соседей. И сразу важно 2 правила безопасности. Первое – банку плотно не закрывайте. Я повторю, не закрывайте крышкой намертво. В банке идет химическая реакция, выделяется газ, и если крышка завинчена туго,
банку может разорвать. Прикройте, но свободно. Просто положите крышку сверху. Второе. Ставьте банку на улице или на балконе, не в комнате. Там реально пахнет. Безопасность и проветривание важнее эффекта. Ставите в темное место на 2 суток. Через 2 суток в банке жидкость грязно-бурого цвета. Это и есть наш состав. Дальше тонкость, которую все пропускают. Если у вас доска из дуба, наносите сразу, кистью в 1 слой. Через 5 минут будет темно-серый, амбарный. Если доска из сосны или из ели, а на даче это 90% случаев, тогда сначала завариваете крепкий черный чай, 3 пакетика на стакан. Пропитываете доску чаем, даете высохнуть и только потом наш железный уксус. Почему так? В дубе много танина. Это вещество, которое реагирует с железом. В сосне его мало, и без чая будет бледно. С чаем будет ровно, как у американцев за $4000. Способ этот не я придумала. В Америке его систематизировал плотник по имени Уильям Ноэс в книге «Работа по дереву» 1910 года. А сами рецепты железа с уксусом еще старше. Их использовали английские и французские столяры в XVIII веке, когда черное дерево стало слишком дорогим, а темная мебель оставалась в моде. В американских ремесленных кругах это называется эбонизация. От слова «эбони» — черное дерево. Слово опять заморское, а делали так и наши плотники, и финские, и шведские крестьяне. Просто никто не записал. А у американцев записано, и поэтому теперь продается. Если хотите готовое, есть морилка водная под старое дерево в строительных. Банка пол-литра, около 500 рублей. Работает, цвет приличный. Но запах и глубина у уксусного способа другие. И главное, у вас получается разный оттенок на разных досках. А это и есть та самая патина, которую невозможно купить в магазине. Из такой доски делаете столешницу на веранду. Или обшиваете одну стену сарая со стороны участка. Одну, не 4. И все, у вас на даче появляется главная точка, к которой притягивается глаз. Посмотрите, как благородно теперь выглядит это дерево. И цена вопроса всего пара десятков рублей. Это и есть настоящий люкс без лишних трат. Но это только начало нашего преображения. На этом мы не заканчиваем. В следующей серии я покажу, как дешевый цветной пластик буквально убивает вид вашей веранды и делает ее похожей на придорожное кафе. И главное, мы проведем жесткий краш-тест водоотталкивающего масла для дерева. Мы узнаем, перезимуют ли ваши ступени или сгниют к весне. Подпишитесь прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть через пару дней. Напишите в комментариях, что на вашей даче раздражает вас больше всего – забор или старая мебель. Встретимся во второй серии.